Так, здесь Бангкок, парк Суан Луан. Здесь иногда происходят тренинги. Вечером не каждый день, а утром каждый день. Группа Тайцзичуань. Сейчас мы видим, просто люди занимаются. Я вперед скажу, что на этой поляне у нас состоялся небольшой философский разговор с женщиной, которая преподает Тайцзичуань в группе учеников. Так? Все они занимаются достаточно давно, и по отзывам самих занимающихся, их группа является наиболее продвинутой в Таиланде. К тому же они принимают участие в международных соревнованиях, да, и постоянно занимают призовые места. Так вот, в процессе разговора с преподавателем, а она преподает тут 17 лет, а вообще группа на этой поляне занимается где-то 20 лет, она высказала идею о том, что они практикуют удзи. Удзи – это китайское философское понятие. Так? Пока у них есть время, сказала она, они спокойно и расслабленно, не пытаясь ничего достигнуть насильственными методами или упорством, как стремятся делать некоторые ученики, и желанием достигнуть чего-либо, они наоборот, расслабленным восприятием удзи пытаются достигнуть состояния удзи. Вот. Они тут занимаются на этой поляне уже 20 лет, как я сказал, да, и у них был старый учитель, который очень пожилой, сейчас уже ему около 90 лет, и приходит сюда он нечасто, так, но они тренируются и без него. Итак, что это за понятие удзи? Давайте попробуем разобрать и пофилософствовать немного. Понятие удзи является одним из самых глубоких в китайской философии и лежит в основе не только тайцзичуань, но и даосской космологии, цигун и внутренней алхимии. Что означает удзи? Иероглифы «у», то есть иероглиф «у» означает отсутствие, небытие, пустота или не имеющий. Так? Дзи – предел, полюс, крайняя точка, вершина. Поэтому удзи буквально означает беспредельное, не имеющее предела, до возникновения всех противоположностей. Это состояние существовало до появления инь и ян по даосской космогонии. Так? В даосской традиции последовательность возникновения мира описывают так. Удзи, потом тайцзи, потом инь и ян, потом 5 элементов, а уже после 10 тысяч вещей, то есть весь проявленный мир. То есть сначала, смотрите, абсолютная пустота, затем появляется первое движение. Движение разделяется на инь и ян. Взаимодействие инь и ян рождает весь мир. Удзи не просто пустота. Важно понимать, что китайское понятие пустоты отличается от западного понятия ничто. Это бесконечный потенциал. То есть удзи что такое? Бесконечный потенциал. Дальше абсолютное спокойствие, отсутствие разделения, что очень важно. Естественно, отсутствие формы, отсутствие мыслей, отсутствие желания что-либо сделать. Можно представить спокойное озеро, например, да, без единой ряби. Вода неподвижна, но она способна породить любую волну. Именно такое состояние называют удзи. Как это понимает Тайцзичуань? В тайцзи говорится, что движение рождается из неподвижности. Эта неподвижность и есть удзи. Перед тем, как начать форму, практик некоторое время стоит неподвижно. Это не просто ожидание. Так он возвращает тело в состояние удзи. После этого начинается первое движение, а это уже тайцзи. То есть положение удзи практически во всех внутренних школах существует начальная стойка, да, и они практикуют это. То есть она выглядит очень просто. То есть это изначальная стойка. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, или почти параллельно, колени слегка расслаблены, не заблокированы, что очень важно. Дальше таз немного расслаблен, поясница естественная, позвоночник вытянут вверх, без напряжения. Макушка словно подвешена невидимой нитью. Плечи полностью расслаблены, руки свободно висят по бокам. Язык слегка касается верхнего неба. Взгляд спокойный, дыхание естественное.
Что происходит внутри? Здесь и начинается настоящая практика. Нужно постепенно убрать. Что убрать? Лишнее мышечное напряжение. Дальше. Эмоциональное возбуждение убирать. Внутренний диалог остановить. Желание специально управлять дыханием тоже остановить. Не надо ничего создавать. Не надо специально делать си. То есть достигать чувствования вот этой си. Не нужно специально. Так, не надо ощущать энергию. Главная задача ничего не добавлять. Даосы говорят, когда мутная вода перестает двигаться, она становится прозрачной сама. Почему уди считается основой тайцзи? Потому что любое движение начинается именно отсюда. Если внутри уже есть напряжение, движение будет неправильным. Если есть страх, он проявится в технике. Если есть злость, она войдет в движение. Если есть желание победить, оно нарушит баланс. Вот это ваше желание. Любое желание. Потому что победить, оно нарушает баланс. Поэтому практикующий сначала возвращается к уди и лишь затем начинает форму. Практика уди во время выполнения формы. Здесь скрывается один из секретов высокого уровня. Да? То есть новички считают, что сначала стоим, потом двигаемся. А мастера говорят иначе. Даже когда тело движется, внутри сохраняется уди. Это означает, внутри сознание остается неподвижным. Движется только тело. Именно поэтому движения мастеров кажутся мягкими и непринужденными. Так? Естественным, если практиковать уди постоянно. Не обязательно ежедневно, но во всяком случае периодически. Стойка. Например, стоять спокойно сначала 5 минут, так, затем 10 минут. И можно доводить это время до 20 или 30 минут. Вот. И то, что мы видим вот на этой поляне, люди именно практикуют уди, они стоят. И 5 минут, и 10 минут. Вот. И какую внутреннюю работу они совершают, так? То есть они пытаются достигнуть состояния уди расслаблением своего сознания и недостижением чего-либо. Так? И в то же время они начинают медленно двигаться. То есть расслабление сверху вниз, мысленно пройти телом. Так? То есть как они занимаются? Они мысленно проходят лицо, челюсть, шея, плечи, грудь, живот, поясница, таз, ноги. При каждом участке отпускается ненужное напряжение. То есть это такое сканирование себя происходит. Так? Дальше, что третьим пунктом мы можем сказать, что наблюдение дыхания. Это все я описываю уди. Как оно практикуется. Не контролировать вдох и не удлиняют выдох. Так? Просто замечают дыхание. Через некоторое время оно само станет глубоким, медленным и почти незаметным. Дальше уже идет начало формы. Так? А начало формы перед первым движением обычно люди стоят 30-60 секунд. Так? В это время что они делают? Чувствуют вес тела, расслабление, устойчивое дыхание. И только потом начинается движение. А после окончания формы они не уходят сразу. Снова положено вернуться в стойку уди. Так? Это позволяет внутреннему состоянию осесть и завершить практику. Связь уди и ти тоже существует. Во многих внутренних школах считается, что когда тело полностью расслаблено и ум спокоен, ти, то есть энергия, начинает циркулировать естественным образом, без искусственного направления. Поэтому мастера, опытные мастера, как можно сказать, да, часто советуют не гонять ти, не заниматься возгонкой ти усилием воли, так, а сначала развивать расслабление, сун по-китайски, правильную структуру тела и спокойствие ума. И с этой точки зрения уди – это состояние, в котором естественная циркуляция не встречает лишних препятствий. И что же нам говорят классические тексты, так, на эту тему, на тему уди и тайцзи? Одно из самых известных выражений принадлежит философу Чжоу Дун-И. В его трактате под названием «Объяснение диаграммы Великого Предела» говорится: «Уди все же тайцзи». «Уди ар тайцзи». Эта краткая фраза означает, что беспредельный и великий предел не являются двумя отдельными сущностями. Так, из безграничной, неделимой основы естественным образом возникает первое различие, которое затем проявляется как инь и ян.
Даосская традиция также перекликается с первыми строками Дао Дэ Цзин, да, где говорится, что дао, которое можно выразить словами, уже не является вечным дао, поэтому уди невозможно полностью объяснить логически. Его стремятся пережить непосредственно через практику. Вот. Практический вывод. Если выразить суть уди одной фразой, то она будет примерно таковой. Так? Полностью расслабленное тело, спокойный ум, отсутствие внутреннего сопротивления и готовность к любому движению. На самом деле, вокруг именно этого вопроса, а именно, что заставило уди перейти в тайцзи, на протяжении столетий, представляете, спорили даосы, не только, но и неоконфуцианцы, и буддийские мыслители. И самое интересное, что классический даосизм на этот вопрос, в принципе, да, значит, отвечает совершенно не так, как отвечает западная философия. Вот, например, почему это так? В классическом даосизме отсутствует идея первого толчка. То есть, как западный человек рассуждает, да, если ничего не движется, значит, должен существовать субъект, который захотел начать движение. Так? Но очень естественная логика западного человека состоит в том, что сначала должен быть какой-то объект, потом должно быть присутствие желания, и дальше должно быть движение. Да? То есть такая цепочка логическая. Да? Вот. И это очень естественная логика, но она основана на привычной для европейской философии причинно-следственной схеме. Так? Есть причины, есть действия. Да? А даосизм, он пытается выйти за пределы этой схемы. Да? Для него вопрос, кто запустил первое движение, уже считается поставленным не совсем корректно. Почему? Потому что само противопоставление покой, движение, причина, следствие, субъект, объект появляется только после возникновения тайцзи. Да? А в уди этих различий еще нет. То есть уди – это состояние до тайцзи. Получается своеобразный логический парадокс. Уди не является неподвижным объектом. Когда говорят уди, это абсолютный покой, не имеется в виду неподвижный камень, да? А лучше сказать так: уди находится по ту сторону противопоставления движения и покоя. То есть движение и покой еще не разделились. Поэтому древние тексты иногда говорят, уди покоится и одновременно не покоится. Возникновение тайцзи – это вечный процесс, как океан. Волны появляются, например, и исчезают, появляются снова. Но никто не спрашивает, кто приказал океану сделать первую волну. Поэтому для даоса возможен вопрос вообще о том, что, как происходит первое потенциальное движение, из чего, из какой потенции она возникает. Да? То есть должно быть какое-то волевое усилие. Для даоса сам этот вопрос может быть ложным. Понимаете, даосы сказали бы, что уди еще не дао, и одновременно уди невозможно отделить от дао. Так? А дао обладает свойством, которое называется цижан. Цижан – это естественность или самоестественность. То есть для дао ничего не заставляет делать. Так все возникает само по себе. Вот. И это является показателем знаменитого принципа увэй, то есть недеяние или недеяние. Да? Здесь важно понимать, недеяние не означает отсутствие процессов, а означает отсутствие внешнего принуждения или намеренного вмешательства. Вообще вопрос о воле, так сказать, которая может быть между тайцзи и уди, да? То есть как волевой импульс. То есть с точки зрения большинства даосских школ вот этого волевого импульса не присутствует. То есть он не является основой появления тайцзи, а именно естественное. То есть уди естественным образом переходит в тайцзи без волевого импульса, без какого-то объекта желания, да, или без времени и без желания изменяться. То есть самым натуральным, естественным образом.
Вот. А что же запускает этот процесс перехода уди в тайди? Здесь начинается вот такая философия. Некоторые поздние даосские мастера говорили, что ничего не запускает это проявление, да? То есть естественное свойство дао, как светимость, например, да? Естественное свойство солнца. Солнце не принимает решение светить, оно просто светит. И дао не принимает решение проявляться, оно просто проявляется.无尽的，要慢慢去练的，对，我知道，慢慢而且慢慢去琢磨。那个落胯也一样，落胯不是一两天都可以做到的，落胯要累积，每天放松放松，那个放松是无尽的放松。所以这一方面呢，我们不可以骄傲的，因为我们一山比一山高，我们要慢慢的自己修炼我们自己的拳。对，我知道。是这样子说，我师父是鼎鼎大名的人物，师父今年已经65年在打太极拳，他也说没有什么的，要自己再琢磨琢磨，每天还要琢磨。所以我们不可以觉得自己已经得到什么境界了，所以我们就打拳开心开心。那太极拳就是包括气功，就是那个我们可以说的这个气功，就是所以用气功的方法用太极拳也是很重要的。你呼吸，你知道吧？你要呼吸，就是吸呼吸呼，对吧？就什么时候动作以外你呼，就是然后给里面就是吸，对对。呼吸是自然而然的会一致的。可是如果我们觉得想真正的去学气功的话，就干脆去学气功，因为太极拳是防身的这个还有武术的这个风格，所以我们不是要求来这里学这个气功，可是气功是自然会。Так, ну и в этом видео, соответственно, да, я привел кусочек разговора нашего, меня и вот этой женщины, которая преподает здесь. Вот, она сказала, что мы тихонько занимаемся, постоянно занимаемся, да, каждый день, вот, и стараемся расслабляться, вот, но расслабление у них они рассматривают с точки зрения уди. Вот. И этому же, соответственно, учил ее учитель. Ее учитель, как она сказала, уже 65 лет занимается. Так? И он тоже говорит, что каждый день нужно понемножку заниматься, и значит, в дальнейшем, если вы так будете заниматься, вы достигнете понимания, что такое тайзи-чуань. Вот. Значит, я со своей стороны говорю, что тайзи-чуань может включать в себя и цигун. Ну, что я имел в виду? Что если рассматривать тайзи-чуань в качестве боевого искусства, да, имеет значение дыхание, вдох и выдох. Когда вы делаете формы немедленно, так как они это практикуют, да, а с достаточно быстрой скоростью, вот, например, как на соревнованиях, так, то вы координируете движения и дыхание с тем, чтобы, например, на выдохе совершить удар или толчок. А когда вы делаете набор, значит, у вас и движение соответствующее набору, и, соответственно, вы вдыхаете. Так? И я это и объяснил, да? Но она же сказала со своей стороны, что дыхание должно быть естественным, что я, конечно, не отрицаю. Вот. А цигун нужно заниматься отдельно, по ее словам. Также она сказала, что у них нет требований к дыханию. Понимаете? То есть, возможно, потому что она в принципе не рассматривает тайзи-чуань как боевое искусство. Так? В то же время они практикуют уди. Так? О дыхании специально думать не надо, так она сказала. Да? То есть, если вы практикуете уди, то вы, наоборот, должны быть максимально естественны, максимально расслаблены, и ваше сознание не должно концентрироваться на том, что вы вдыхаете или вы выдыхаете.
И, конечно, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Вот. Единственное, что, так сказать, мы в данном случае не говорим о применении, когда, если вы применяете тайзи-чуань, то дыхание тоже важно. Вот. По ее мнению, видите, цигун нужно как бы отдельно заниматься. Вот. А они с точки зрения УДИ занимаются вот таким расслаблением, расслабленным созерцанием. Вот. И, соответственно, если они принимают участие в соревнованиях, то у них тоже естественное дыхание. То есть они, когда выполняют формы, они это делают естественным способом.